В нашем мире существуют люди, которые в описании во ВКонтакте ставят себе главное в жизни — наука и исследования. Такие люди являются крайне принципиальными и прекрасными персонами, которые ставят систематизацию знаний как смысл своей жизни. А заниматься этой систематизацией можно где угодно, где есть культура или потенциальная стратегия о сборе информации. Компьютерные игры не являются исключением, и довольно много событий прошлых десятилетий вошли в историю игровых комьюнити как часть общей культуры человечества. Вы можете подумать о том, что подобные события происходили в Garry's Mod, и, соответственно, у нас будут также люди, которые сохраняют информацию как часть истории. Это правда, они есть, и место таким людям в Gmod Communities Archive. Это в первую очередь группа в Steam, которая собирает информацию из всех мелких подсообществ Garry's Mod в один большой архив, который находится в обсуждениях группы. Он настолько большой, что простое пролистывание всех обсуждений приведет вас к сообщению о том, что Steam максимум может показать только 300 обсуждений. Чтобы найти другие статьи, вам необходимо обратиться к поиску. Оракулом всего архива является пользователь Hudson633, который создает эти статьи просто с целью ностальгии по былым временам. Аргументирует это он тем, что со времен моддинга на первом Half-Life очень много истории было утеряно, и ее, вероятнее всего, уже невозможно восстановить, потому что ключевые персонажи событий прошлого уже либо не заходят в сеть, либо по объективным причинам не могут быть частью комьюнити. Hudson 633 набрался опыта так красиво писать статьи, работая в 2013 году в одной британской газете для того, чтобы доставать лондонских депутатов. Понимая то, что он научился нормально так писать тексты уже в 2016 году, он создал этот архив, пытаясь сохранить как можно больше истории, уже будучи не частью комьюнити Half-Life, а частью комьюнити Garry's Mod. Архив активно дополняется собранной информацией уже 6 лет. Фактически он является открытым, и любой член комьюнити имеет возможность сделать свои публикации там без всяких проблем, но с некоторыми оговорками. Самое главное, никакой драмы. Все обсуждения написаны с нейтральной позиции, не занимая ничьей стороны, и решать отношения вне вашей собственной цитаты вы не можете. Gmod Communities Archive вообще не является спорной территорией, и описание всех событий происходит со стороны независимого наблюдателя. Самое главное — вспоминать, и вспоминать так, чтобы можно было улыбнуться. А теперь перейдем к самому контенту архива. Если вы не РП-игрок, то вам потенциально для понимания будет закрыта большая часть обсуждений, ведь большинство ситуаций генерируется как раз таки на масштабных РП-проектах. В любом случае, первое обсуждение, которое вы должны глянуть, то это список игровых режимов, которые когда-либо были затронуты в архиве. Тут вы можете сразу почитать православные статьи о ТТТ, Dark RP и о Hell 2 RP и его ветках комьюнити. Про Dark RP посоветую почитать, ведь многие молодые и новые игроки воспринимают эту заразу как какой-то централизированный новый тренд, который на самом деле появился до их рождения на этом свете. Также отдельной дискуссией является история этого же архива, которую я вам посоветую почитать в оригинале, а не из моего видео. Из этой же дискуссии вы можете перейти на следующую о Half-Life сцене и ее наследию в Garry's Mod. Но еще можете заценить статьи о истории Garry's Mod и о получении наихудшего достижения во всей игре. Из закрепленных обсуждений есть гайд по пользованию архива, индексы игровых режимов, объединенные индексы, индексы Community Stories и текущий статистический опрос о лучшем сервере в Garry's Mod на основе предпочтений тысячи случайных игроков. Вы, кстати, можете и принять участие в этом опроснике и накинуть какому-то Enexu или Octotorpам лишнего профита, хотя, возможно, у вас будут и кандидаты получше. Hudson на 633 я, честно говоря, очень хотел бы видеть не оракулом группы в Steam, а оракулом официальной Википедии Garry's Mod. Он за полдесятилетия доказал свою преданность делу и смело может привносить статьи истории комьюнити как официальная часть игры. Представьте только, если еще в эту кашу статей добавить администрацию фэндома Garry's Mod. Эта библиотека будет в таком случае буквально о каждом шаге игры. Это будет прекрасным примером сплоченности и образованности сообщества, которым будут восхищаться другие, вероятнее всего не только игры. Ну а пока прекращаем мечтать и идем обзванивать винских депутатов вместо компудахтерных игруль. Ищите счастье не только в плотских утехах, ведь в ином случае вы никчемный человек. У аппарата звукозаписи был Эрик Максимец. Всего хорошего.